Хочу поделиться с вами рецептом нестандартного штолма. Рецепт простой, незамысловатый, на основе теста брешь с интересным кремом франджипан. Это уже стало традицией, и на каждое Рождество я пеку его в подарок своим друзьям и родственникам. Этот штол, он так им запал в душе, что они с нетерпением ждут это лакомство каждый год. Итак, для начинки нам понадобятся цукаты, вишня в сиропе, миндаль, сухофрукты, корица и темный ром. Первым делом обжарим миндаль, чтобы убрать сырой вкус и сделать его более хрустящим. Теперь в подходящую тару высыпаем сухофрукты. Это может быть курага, клюква, изюм. Туда же сразу со сковороды горячий миндаль. Температура поможет ускорить вымачивание сухофруктов. Далее вишни, цукаты, цейлонскую корицу и классический темный ром, желательно без специй и приправ. Все тщательно перемешать и отложить в сторону. Если никуда не торопитесь, то лучше оставить на сутки для более тщательного вымачивания. Это раскроет насыщенный вкус сухофруктов и сделает сам штолен более влажным. Также заранее подготовьте яйцо с щепоткой соли, чтобы соль успела разжижить белок. Так проще будет наносить его кисточкой, и не надо будет ничем разбавлять. Далее для теста нам понадобится мука, дрожжи, марципан, молоко, яйца, масло, соль и сахар. Добавьте в миску холодное молоко, яйца, сахар. У меня, кстати, не рафинированный для карамельной нотки. Соль и перемешайте до растворения. Затем добавить муку, слегка замешать. И если есть время, то убрать в холодильник. Это поможет быстрее и лучше замесить тесто без перегрева, так как температура при замесе увеличивается на 6-10 градусов. Либо пропустить этот шаг и продолжить замес, добавив дрожжи. И, кстати, в самом начале замеса зафиксируйте для сравнения, какое неэластичное тесто в начале и в конце замеса. Далее я добавил спелое тесто от прошлого замеса, но это не обязательно. Этот шаг можно пропустить. Рецепт останется таким же, только штолен будет чуть менее ароматным. Продолжайте замес и потом отщепите маленький кусочек и отправьте в холодильник до следующего раза. Это и будет ваше спелое тесто для хлеба, пирожков, оладий, да для чего угодно. Продолжайте замес и периодически проверяйте температуру. Ну и в конце замеса добавить прохладное масло, чтобы сделать его мягче, разомните скалкой. Слишком теплое и мягкое масло тяжелее вымесить, и есть риск перегреть тесто, а это ухудшит релогические свойства, и тесто будет попросту более липким. Сдобное тесто всегда дольше и тяжелее замешивается, поэтому выше риск перегреть. Хорошо замешанное тесто должно быть гладким и эластичным, что наглядно видно, сравнивая с тем, что было в начале. Теперь выкладываем тесто на стол. Тесто будет липким, поэтому для работы с тестом используем воду. Дополнительная мука или растительное масло лучше не добавлять. Это изменит рецепт. Штолен получится, конечно, но другой. Затем растянуть тесто в пласт и добавить замоченные сухофрукты. Слегка вдавить их в тесто и свернуть рулетом вдоль. И потом еще раз свернуть рулетом, но уже поперек. Этим мы дополнительно растягиваем глютен. Теперь сложить это тесто несколько раз, чтобы сухофрукты лучше перемешались с тестом. Выпадающие фрукты назад скребком под тесто и округлить его в шарик. Убрать тесто назад в ту же миску, накрыть и оставить на расстойку до увеличения в 2,5 раза. Тем временем приготовим крем франджипан из миндальной и простой муки, масла, яиц, темного рома и сахара. Далее возьмите размягченное масло, взбейте до пышности и посветления, добавьте весь сахар и продолжайте взбивать. Теперь добавьте сначала половину миндальной муки, а потом вторую половину. И также частями добавить простую муку и продолжайте взбивать. Ну и в конце добавить яйца, тоже частями, и взбить до воздушной массы, чтобы держалось и не сползало с ложки. А теперь попробуйте крем на вкус. Для сравнения, до и после добавления рома. Ром как бы обязательная составляющая для объединения вкусов ореха, масла и сахара в один букет. Иначе это будет, знаете, как мясной салат без майонеза. И не стоит опасаться этилового спирта. Он при 78 градусах испаряется. Да, и крем оставьте на столе. В холодильнике он затвердеет, и потом сложно будет наносить на заготовку. Так, еще осталось подготовить марципан. У меня он уже готовый. Я его просто разделяю на 12 частей и скручиваю в колбаски. Но можно его приготовить и в домашних условиях, если сможете найти миндальную пудру. Также нужна будет сахарная пудра и яичный белок. Это все просто смешивается, и марципан, в принципе, готов. Все заготовки есть, тесто готово. Слегка подпыляем тесто и стол мукой. И обратите внимание, хорошо подошедшее тесто выглядит воздушным, мягким и пузырится. Разровняйте тесто в пласт и сложите конвертиком. Одну часть прижмите к центру, а второй накройте сверху.
Переверните швом вниз и присыпьте мукой. Получится такой вот рулет. Теперь его надо разделить на две половинки. И советую липкие края сразу защипите, чтобы не мешались. Далее каждую половинку разделите на 3 заготовки. Весом примерно 210-220 грамм. Слегка их округлите и оставьте на 5-10 минут на столе. Пусть тесто расслабится. Так проще потом будет его растягивать. Теперь подготовьте марципановые колбаски, крем-франгипан, присыпьте заготовку мукой и слегка ее растяните. И переверните некрасивой липкой стороной кверху. Размажьте 2 столовые ложки крема и много не кладите, а то может вытечь при запекании. Вдавите 2 колбаски по краям и сложите тесто. Сначала придавите к центру один край и сверху внахлёст второй край. Защипите его, а торцы сложите самолетиком и подверните. И ничего страшного, если края расходятся. Я сильно обычно не защипляю, чтобы все пузырики не выдавить. При расстойке они все равно сами склеятся. Пересыпьте заготовку мукой и перенесите на противень с пергаментом. Лучше укладывать по 3 штуки на противень и в шахматном порядке. Накройте и оставьте на финальную расстойку до увеличения в 2,5 раза. Я пробовал все 6 штук поместить на один противень, но они слиплись в торцах. В один ряд тоже лучше не класть. Есть риск, что слипнутся и вытечет крем. Кремы в рецепте с запасом. Просто неудобно было делать его в меньших количествах. Но спокойно его замораживайте или используйте в другой выпечке. Подошедшие заготовки хорошенько пройдите с яйцом. Можно даже дважды. В данном случае желток отвечает за румяность, а белок за глянец. Желток еще дополнительно придает особый вкус сдобной выпечки. И отправьте в разогретую до 220 градусов духовку и сразу снизьте температуру на 180 градусов. Я это делаю так, как при открывании духовки температура падает приблизительно на 40 градусов. Выпекать примерно 18-20 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Готовый штолен должен быть равномерно пропечен со всех сторон. И особенно смотрите бока. Пока штоллины стынут, подготовим глазурь. Для этого я смешиваю сахарную пудру с крахмалом. Строгих пропорций я обычно не придерживаюсь. И крахмала кладу побольше, чтобы наверняка. Разницы во вкусе не заметил. А смысл всего этого в том, что спустя несколько дней глазурь без крахмала желтеет из-за масла и трескается, теряя свой привлекательный вид белоснежного сугроба. Далее растапливаю сливочное масло и добавляю ром. Тут тоже четких пропорций нет. Все делается по вкусу. И так как у меня много штолленов, то возюкаться с кисточкой и промазывать каждый штоллен уйма времени уйдет. Тем более, что они реально должны быть насквозь пропитаны маслом с ромом, чтобы дольше хранились и не стали сухими. Поэтому я буду их пропитывать прямо в сковородке в большом количестве масла и также щедро обваливать в пудре. Тут стесняться не надо, это же Рождество, не каждый день. Остатки масла не выкидывайте, а заморозьте, и либо используйте их в какой-то другой выпечке. В конце я еще разок пройду с сахарной пудрой, чтобы закрепить результат, и оставлю на пару часов, чтобы пудра схватилась с маслом, и тогда уже буду упаковывать. Для упаковки я использую обычную пекарскую бумагу. В ней очень хорошо сохраняются штоллины, не просачивается жир и отлично смотрится как подарок. Я уже заранее нарезал листы 35 на 40 сантиметров приблизительно. Специально оставил еще поджаренного миндаля, и он не только для украшения, но еще и для индикации, что изделие содержит орехи. Это на тот случай, если вдруг попадет в руки у кого аллергия. Упаковка самая элементарная, ничего особенного нету. Укладываем штоллен в центр, складываем лист пополам, удерживая концы, сворачиваем полоской, а торцы складываем самолетиком и подворачиваем под низ. Далее отмеряем 4 длины бечевки или ленточки, отрезаем и завязываем, как подарок, бантиком. Штоллины отлично замораживаются в зип-пакетах, либо можно обернуть фольгой. После разморозки они, кстати, становятся даже вкуснее и более влажными, при этом сохраняя свою первоначальную свежесть. На мой взгляд, получились очень даже симпатично упакованные гостинцы к празднику. Да и сама идея, сделана своими руками, от всего сердца, будет приятна любому. Ну что, настала самая долгожданная часть процесса. Пора его разрезать и посмотреть, что там внутри. Получился, я вижу, очень мягкий, не сухой, и этот потрясающий аромат марципана и рома. Но особое внимание заслуживает крем-франгипан. Он придал такую дополнительную пышность
и влажность штолена. Это действительно очень вкусно. Штолен просто тает во рту. Кстати, даже глазурь стала вкусной, а не сладко-приторной за счет добавления рома в масло. На этом все. Спасибо, кто досмотрел до конца. Ставим лайки, подписываемся. И помните, что нет каких-то особенных и секретных рецептов. Вся соль в деталях.